Всем привет, с вами Марти. Если вы смотрели мой последний геймплей, то наверняка заметили, что на моем новом приводе стоит новая скоуп-камера от Runcam. Мне прислали ее еще больше месяца назад с просьбой поделиться своим мнением, но с полноценным обзором я не спешил, ждал, когда удастся нормально протестировать ее на игре. И как вы знаете, недавно мне удалось это сделать, так что сегодня у нас полноценный обзор скоуп-кам от Runcam. Для тех, кто не в курсе, скоуп-камера, или же как ее еще называют, зум-камера или килл-камера, это устройство для записи страйкбольных геймплеев с ракурсом как будто бы через прицел. В отличие от экшн-камер, в которых стоят широкоугольные объективы, скоуп-камеры устанавливают объективы с большим фокусным расстоянием, чтобы было лучше видно, как летят шары и куда они попадают. И чем больше значение фокусного расстояния объектива, тем больше размеры самого объектива и, соответственно, больше степень зумирования. Например, на этой старой версии камеры от Runcam стоит объектив с фокусным расстоянием 50 мм, а на этой всего 25 мм. Первую я использовал во время игры с моей SVDS, чтобы лучше фиксировать попадания на дальних дистанциях. Вторую на играх с обычным автоматическим приводом, где дистанция боя не так велика. Переходим непосредственно к обзору камеры. В отличие от предыдущей версии, корпус которой был сделан полностью из алюминия, корпус новой камеры выполнен полностью из пластика. По словам производителя, так они хотели сделать камеру дешевле и более доступной для страйкболистов. И да, камеры от Runcam сделаны исключительно для страйкбола, так что даже не думайте ставить их на огнестрел, они этого не переживут. На данный момент камера продается в двух вариантах, которые отличаются лишь начинкой. Версия 4К за $160 и версия Lite за $100. Сразу говорю, большинству игроков версии Lite хватит за глаза. Она может снимать видео в разрешении 1080p с максимальной частотой кадров 50 или 60 в секунду в зависимости от выбранного формата. Мне для теста прислали именно Lite-версию камеры, и качество видео с настройками 1080p 50 fps меня вполне устраивает. Картинка получается достаточно плавной, и при необходимости ее можно замедлить в 2 раза, чтобы более точно определить попадание. Но что касается 4К версии камеры, то ее основной фишкой является не разрешение, а возможность снимать с повышенной частотой кадров, а именно 100 или 120 кадров в секунду при том же разрешении 1080p. Например, мой коллега Андрей Поэт снимает свои геймплеи именно с такими настройками, что позволяет ему замедлять картинку скоуп-камеры в 4 раза. Каждая из камер продается с 3 вариантами объективов на 16, 25 и 40 мм. Для подавляющего числа игроков подойдет вариант с фокусным расстоянием 25 мм. У меня камера с таким же объективом, и это оптимальный вариант для работы на малых и средних дистанциях. Объектив 16 мм подойдет любителям CQB и закрытых страйкбольных площадок. Такую камеру можно даже поставить на пистолет, если на нем есть планка Пикатини. А вот объектив 40 мм оптимальный вариант для марксменов и снайперов. Причем последним я бы рекомендовал брать версию камеры 4К и снимать видео с разрешением 2,7К 50-60 кадров в секунду. Так и картинка будет плавной и останется возможность серьезно откадрировать фрагмент при сверхдальнем выстреле. Что касается качества корпуса, то пластик выглядит достаточно прочным и, по словам производителя, должен выдерживать приемлемые ударные нагрузки. Крепление на планку Пикатини либо Вивер сделали более универсальным и низким, из-за чего камера меньше перекрывает прицел. За это производителю отдельная благодарность. Объектив закрывает бленда с защитным стеклом, только сразу говорю, это вам не горилла глаз, так что от первого же серьезного попадания оно разлетится ко всем чертям, как произошло на моей предыдущей камере. Все остальное устроено точно так же, как и на более старых версиях. Сзади пара индикаторов, микрофон, разъем microUSB и заглушка батарейного отсека. Аккумулятор стандартный от Runcam. Летом его хватает максимум на час съемки со стандартными настройками, а вот зимой садится он очень быстро, поэтому я всегда использую камеру в тандеме с пауэрбэнком.
Кому нужен такой же Powerbank, как у меня, загуглите по названию. Для включения камеры зажимаете главную кнопку на 3-4 секунды. Затем короткое нажатие для включения записи. Перед полным выключением камеры обязательно нужно остановить запись, иначе файл может быть поврежден. Лично для себя в настройках я поставил автоматическое включение записи сразу после включения камеры. Это позволяет экономить время на старте игры. Вторая кнопка отвечает за активацию Wi-Fi. Это нужно для синхронизации камеры со смартфоном через приложение RunCam. Стандартный пароль для синхронизации от 1 до 0. Если подключиться не получается, перезагрузите смартфон. В меню настроек все интуитивно понятно, так что при желании разберетесь. Главное, выставьте максимальное качество картинки и такую же частоту кадров, как и на вашей экшн-камере. Что касается качества видео, то с каждой новой версией камеры от RunCam оно становится только лучше. В своем последнем геймплее я даже цветокоррекцию не делал, базовая картинка меня вполне устроила. Но в целом я очень рад, что компания RunCam прислушивается к пожеланиям пользователей и с каждым годом улучшает свою продукцию. Ссылки на обе камеры, как всегда, в описании к видео. Поддержите меня лайком, подписывайтесь на канал и будьте в курсе интересных страйкбольных новинок.